Добрый день, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами продолжим разговор о планетах, и я вам расскажу сегодня о планете Марс, его значение в ведической астрологии и методы коррекции. Марс – это не только война, это и защита. Мангала является защитником дхармы, священного пути и предназначения в жизни каждого. Бог планеты Марс – Мангала, он также имеет и другие имена – Куджа, Сканда, Маруган, Ангарака, Сутабхуми и Картикея. В царстве планет Марс – это военный министр. Подобно тому, как Солнце олицетворяет собой мужскую природу с точки зрения внутренних качеств личности, Марс же у нас символизирует внешние качества мужской природы. Марс отвечает за энергию, весь ее спектр, за ее трансформацию, сублимацию. И уже от человека зависит, в какой уровень и в какой гуне будет эта энергия трансформирована. У мужчин энергия Марса очень явно проявлена в момент сексуального контакта. Он курирует чувства и свою сексуальную потенцию, в то время как у женщин Марс проявляет силу непосредственно при зачатии. Марс символизирует мужество и героизм, то, как человек проявляет стойкость перед трудностями. Марс у нас покровительствует воинам. Это в первую очередь смелость, отвага, мощь, агрессия, это воля к победе. Марс также это оккультные, духовные энергии, потому что именно Марс является проводником всех этих энергий в плотный мир, своеобразным таким мостом для двух миров. Транспондер энергии. Марс – это прозорливость, это исследовательский талант, это здравость мышления, понимание рациональных схем действий, это аналитика, способность легко и быстро справляться с поставленными задачами. Марс – это очень быстрая и точная передача энергии, это очень хорошая спортивная форма, это властность, это логика, это здравое мышление и это рассудительность. Энергии Марса накапливаются через еду, хорошие эмоции, отдых, оптимизм, нахождение на воздухе. Марс – это про амбиции, про желания и именно способность претворить все эти желания в жизнь. В астрологии Марс считается такой зловредной планетой и наделяет человека склонностью ставить свои желания выше других. Он склоняет к незаконным каким-то махинациям, прелюбодеяниям. Самый лучший эффект, или можно так сказать, оказывает свое наибольшее влияние Марс на людей в период с 28 до 32 лет. Доша Пита, цвет красный коралловый, направление Марса юг, там изгуна, стихия огня. Он дружественен со Солнцем, Луной и Юпитером. Враг его Меркурий, а нейтральные планеты Венера и Сатурн. Марс управляет знаком Овен, Скорпион. Мула трикона с 0 по 12 градус Овна, точка экзальтации 28 градус Козерога, точка дебилитации 28 градус Рака. Пол мужской, камень у нас красный коралл, красная яшма. Камень, металл Марса медь, удачное число 9, божество Танапати, Хануман. Картикея. День вторник. Планета Марс у нас отождествляется с Картикеей, богом войны. Он был сыном Шивы и Земли, и как сын Земли имеет имена Ангарака, Бхаума, Бхумипутра, Махисутра, его также называют Шива Гармаджа, рожденный от пота Шивы. Гага Нолмика, факел неба, Лахита красный, Наварча, имеющий 9 лучей, Чара шпион, Адинантака, завершающий долги, покровитель должников. В Пуранах существуют различные версии о рождении Мангала. Одна из них, кстати, покончила с собой в Такшаягу, и Шива в Великом горе в связи с гибелью своей жены начал покаяние. Капля пота упала с лба Шивы во время строгого покаяния, и сын Мангала был рожден от этой капли. Затем Шива установил Мангала среди 9 планет, и по науке астрологии эта планета считается покровителем земельной собственности и жены человека. Шива, еще одна версия, Шива женился на Викеше, дочери Хираньякши, и однажды, когда они были заняты любовными играми, к ним подошел Агни. Шива был очень разъярен этим, и его глаза вспыхнули гневом. Капля горячей воды из его взгляда упала на лицо Викеши, и она забеременела. Спустя некоторое время Викеши не смогла носить ребенка, так как семя Шивы было очень мощным, и передала его Бхуме, богине Земли. А ребенок родился, и богиня Земли взяли его и
взяла его и кормила грудным молоком. А это был тот ребенок, который впоследствии стал Мангала. Мангала родился от капли крови Шивы. Еще версия Мангала был Бхарадваджи. Мангала был сыном Бхумидеви, богини земли. Боги, мудрецы, Брахманы, Ману и Гандхвары все поклонялись Бхуме во время Варахакальпы. Также сказано в Ведах, что Бхумидеви является женой Махавишну, в его воплощении Варахой. Мангала является именем планеты Марс, рожденного Бхумидеви от Махавишну в его воплощении Варахой. День Мангала у нас вторник, Мангальвар. День очень благоприятен для подношений, для почитания Мангала, для поста, для целительства и решения проблем. Во вторник не рекомендуется начинать какие-то важные дела, такие как свадьба, зачатие детей, важные покупки, большинство путешествий. Всякие дипломатические встречи, переговоры, вечеринки тоже сочетаются с энергией этого дня, так же как и пассивный отдых. Этот день очень хорош для физической активности, занятий спортом, соревнований. В день Марса также очень хорошо практиковать какие-то боевые искусства. Во вторник особенно хорошо удается какая-то механическая работа, ремонтная работа, дизайнерская работа, ремонт. Божество для медитации – это Субрамания и Шива. Выполняя поклонение Субрахманье и Шиве можно нейтрализовать негативное влияние Марса. Подношения в этом случае выглядят следующим образом. Медь, золото, красная ткань, красная одежда, шафран, мускус и чечевица. Время, когда Мангала слаб, это начало марта, начало мая, начало июня, а также периоды с 1 по 21 октября и с 27 ноября по 27 декабря. В это время возможно обострение каких-то болезней, возникновение беспокойства, могут быть семейные проблемы, тревоги и проблемы, связанные с законом. Время, когда Мангала сильный, это период с 21 марта по 26 апреля и с 21 октября по 27 ноября. Во время этих периодов желательно начинать новые предприятия, можно рисковать, заводить новые и выгодные знакомства, заниматься решением проблем, связанных с финансами, семьей, здоровьем. Рекомендуется держать пост, полный пост, если это возможно, но главное себе не навредить. Если невозможно, то принимать пищу только после захода солнца. Пища, употребляемая во вторник, не должна содержать соли и зерен, а также следует избегать жирной, соляной и пряной пищи. Мантра Мангала Ом Крам Крим Краум Сах Бхаумая Намаха вычитывается 7000 раз в течение 40 дней, или мантра Ом Ангаркая Намах вычитывается 11 тысяч раз в течение 20 дней. Мантра Садхана выполняется во время светлой луны, начиная со вторника. Очень рекомендую вам Хануман Чалиса. Это гимн, восхваляющий Ханумана. Его следует читать или слушать по вторникам или субботам, если вы хотите умилостивить Марс или Сатурн соответственно. Гармонизация мантра всегда помогает улучшить здоровье, физическое состояние, развить решительность, уверенность в себе, найти силы действовать, или же, если вам вдруг необходимо снизить агрессивность и импульсивность. Также Марс играет огромную роль, не то что немаловажную, а огромную роль в вопросах брака. И Миякуджа Дошу в гороскопе непременно следует прорабатывать этот недостаток, чтобы ваш партнер не испытывал на себе весь напор и жар Марса. И также можно и нужно использовать Шри Нарисимха Кавача, это царь всех мантр. Шри Мангал Янтра у нас приносит удачу в любом деле, также эффективна она для решения проблем со здоровьем, является оберегом для водителей, помогает отвести, устранить врагов, увеличивает решимость. Также рекомендуется тем, кто не может найти свою вторую половинку для создания семьи или имеет трудности в браке, может быть, ссоры или же развод. Помогает Шри Мангал Янтра и тем, кто не имеет детей после аборта, защищает от плохого влияния планеты Марс. Шри Мангал Янтра – это янтра планеты Марс, эффективно оберегает от несчастных случаев, от каких-то материальных потерь, помогает настроить отношения с противоположным полом для создания семьи, либо сберечь семью в случае предпосылок к разводу. Если есть желание обрести друга и надоело быть одиноким,
то эта янтра также решает проблему. Главное с янтрами со всеми работать, а не поставить и забыть. Планета Марс астрологически отвечает за принятие человеком решений, соответственно, поклонение Марсу через мангал янтру помогает человеку обрести решительность, а также помогает значительно снизить риски принятия ошибочных решений. Также в Индии и в других странах мангал янтру широко используют в качестве очень действенного оберега для водителей любых транспортных средств, а также для самих транспортных средств. Для этого ее располагают в машине в поле вашей видимости, в поле видимости водителя, либо водитель всегда носит ее с собой. Шри Мангал янтра защищает от плохого влияния планеты Марс, устраняет агрессивность и раздражительность, отводит врагов от владельца, оказывает хорошую помощь людям, страдающим от гипертонии. Лучше всего выбирать янтру, которая изготовлена из металла и покрыта тонким слоем золота. Соответствующая мантра Ом Ангаракая Намах. Усиленная янтра Марса имеется также. Это мантра резко уменьшает негативное влияние Марса и увеличивает благополучие в доме. Эту янтру необходимо размещать дома на юге. Мантра Ом Хрим Кшраум Уграм Верам Маха Вишну Джавалантам Сарвата Мукхам Висимхам Пхисанам Бадрам Витиор Маритиюм Намами Аха. Если произносить эту обладающую огромной силой мантру, поместить янтру Марса на юге, они непременно устранят влияние плохого васту в южной стороне вашего дома. Вообще корректирующие меры для Марса — это в первую очередь продукты, усиливающие Марс, крапива, какие-то острые приправы, любая другая возбуждающая и стимулирующая пища. Зерново-бобовая и другая тяжелая пища, богатая белком. Красная чечевица, овощи красного цвета. Усиливать Марс нужно, если он у вас слабый, но хорошего качества в карте. Гармонизация мантры, которая подходит абсолютно всем. Пост по вторникам, кормить петухов, кормить хищных птиц, баранов, ухаживать за колючими растениями, желательно с красными цветами, красные розы прекрасно подойдут. Помощь и общение с людьми, имеющими отношение либо к оружию, это могут быть либо военные, полицейские, медики, хирурги в частности. Благоприятно разводить костер, употреблять красную чечевицу, носить ярко-красный цвет, развивать в себе ахимсу – это принцип ненасилия. Слушать катху для Марса – это отрывок из книги Роберта Свободы «Величие Сатурна», она есть на канале. Сказки мы слушаем столько недель, сколько вам лет, +1. Очень благоприятно читать главу Сундараканда из Рамаяны, а также Махабхарату, изучая истории о Нрисимхадеви в Шримад Бхагаватам человек совершает упаю Марсу. Что касается васту, Марс у нас считается символом борьбы и соответствует волевым действиям человека, и его решениям, его завоеваниям во всех областях жизни, мужеству, решительности и импульсивности. Эта планета ассоциируется с огнем. Марс очень изменчивый, деструктивный покровитель. Марс — это воин, но он оберегает дом от ссор и споров. Несмотря на то, что Марс оказывает негативное влияние, он же дает жизненную силу, благосостояние в зависимости от вашего личного гороскопа. Благосостояние Марса получают те, кто спланировал кухню на юге, юго-востоке, идеальное положение камина, плиты, также у нас юго-восток. Юг – это сектор мужской напористой силы. Если вам не достает этих качеств, обратите внимание на южную часть своего дома. Если вы думаете, куда поставить спортивный тренажер или же повесить коллекцию мечей, то юг как раз для этого самое место. Дефекты васту на юге вызывают целый ряд проблем, ряд потерь, а вот гармоничный Марс усиливает религиозность, правдивость, строгую дисциплину и власть. Зона юга. Зона юга – это зона оттока органической энергии. Если с юга в пространство проникает много света, то это значит, что энергия течет в обратную сторону и нарушает всю общую энергетику васту и приносит в жизнь людей много проблем. Юг у нас связан с хозяином дома, поэтому дефекты юга в первую очередь отражаются в нем. В сутрах также говорится, что при дефектах юга даже божествам сложно наладить в таком доме порядок. Юг у нас также отвечает за состояние бизнеса,
9 больших камней на ландшафте и осколок от них в доме. В южном секторе можно положить, как для юго-восточной зоны. 9 елей на ландшафте участка в этой зоне, если у вас дом. 35 килограмм железа под полом в этой зоне или на участке. Желтая пленка на южные окна обязательно. Пирамидальные полы канапе из дерева или фанеры на потолке. 9 квадратных спиралей из железа. Желтые стены, желтое напольное покрытие из камня. Светильники с желтыми абажурами, 9 флагов квадратной формы желтого цвета на участке в этой зоне. Пирамидальная крыша над южной зоной также обязательно. Повышение уровня пола на 10 сантиметров относительно зоны Брахмастана и севера. Если на юге у нас находится туалет, то с внешней стороны на двери благоприятно разместить декоративные стальные панели. Если вдруг с юга дорога упирается прямо в участок, то на воротах с внешней стороны благоприятно повесить такой щит из меди или железа, чтобы нейтрализовать негативный ударяющий поток энергии. Если у вас на юге открытая терраса, то это может принести потери членов семьи. Над террасой необходимо сделать пирамидальную крышу, как я уже говорила, и по возможности закрыть это пространство. Разместить на террасе растения в огромных, больших, тяжелых горшках. Растения имеют качество поглощать и перерабатывать всю негативную энергию. Также на террасе хорошо применить другие меры коррекции, о которых мы уже говорили. Если расстояние до границы участка с юга больше, чем с севера, то в зоне юга рекомендуется построить квадратную беседку с пирамидальной крышей для уменьшения расстояния с юга до границы участка и компенсации неблагоприятных воздействий на этот дом, исходящих с этого направления. Зона юга на участке должна быть выше, чем на севере, северо-востоке и востоке. Колодец в этой зоне является очень серьезным дефектом, способным принести много неприятностей. Поэтому от колодца в этой зоне лучше отказаться. Засыпьте вообще его песком и забудьте про него. Для нейтрализации влияния негативных эффектов юга и юго-востока на сознание очень благоприятная техника Сударшана Крия. Сударшана Крия включает в себя определенные естественные ритмы дыхания, которые гармонизируют ритмы тела, ума, эмоций и настраивают их на единый с природой ритм. Таким образом, Сударшана Крия устраняет и стресс, и усталость, и все негативные эмоции, делает человека более спокойным, одновременно наполняя его энергией. Человек может быть сконцентрирован и в то же время расслаблен. Если у вашего дома П-образная форма, открывающаяся на юг, то это называется дыхание смерти, яма лошала. В этом случае энергии притока заблокированы элементом Земли. В таком доме нужно достроить отсутствующий сектор или лучше переехать. Для людей, проживающих в таком доме, у которых идет период хозяев 2, 7, 8 или 12 дома, очень велика вероятность ухода из жизни. Виды деятельности, профессии, связанные с Мартом: полиция, армия, вооруженные силы, командующие войсками, стрельба, работа в тюрьме, воровство, медицина, хирургия, стоматология, фармацевтика, геология, инженер, работа с инструментами и оружием, пожарные, металлургии, торговля металлом, парикмахеры, здесь же молочное производство, кулинария, пекари, мясники, охотники, цирковые профессии тоже относятся к Марсу, дрессировщики, спортсмены, атлетика, землевладение, агент по недвижимости. Управитель накшатры, где расположен Марс, и соответствующие проблемы со здоровьем, какие могут быть. Солнце – это анемия, Луна – это кожные заболевания, Марс – крепкое и хорошее здоровье, Меркурий – психические расстройства, Юпитер – отличное здоровье, Венера – венерические болезни, Сатурн – суицидальные наклонности, Раху – суицидальные наклонности, сексуальные расстройства могут быть, а Кету – это повышенная раздражительность, очень высокое кровяное давление. Человек в жизни и внешности которого сильны проявления Марса, включая Куджа-дошу, при благоприятном аспекте между Солнцем и Марсом у человека очень хорошее самочувствие, очень много жизненной энергии. Плохой аспект Марса приводит к авариям, порезам, каким-то травмам,
Хороший аспект между Марсом и Луной делает человека очень щедрым, решительным, целеустремленным и здоровым. При дурном аспекте страдает репутация, случаются аварии и кровотечения. Когда Марс сожжен, для такого положения характерно сопротивление человека к своим делам неосознанно. При малейшем дискомфорте человек не может ничего делать, впадает в ступор. И осознанный человек понимает проблему и старается с этим работать. Ну, когда полная, это большая уверенность, энергичность, такие люди быстро занимают очень высокие места в обществе. Как же можно усилить позитивное влияние Марса? Заниматься хатха-йогой. Все, что спереди и сзади, по центру, именно с этим связан Марс. Если человек делает зарядку вперед, назад, просто наклоны, он усиливает Марс страсти. Если же человек просто нагибается вперед и стоит в таком положении, он усиливает Марс в благости, занимается воинскими искусствами, например. Айкидо – это такое воинское искусство, когда человек сам не нападает, а ждет, когда на него противник нападет. И тогда он только совершает бросок или какое-то действие по отношению к нему. Такой вид боевых искусств тоже считается в благости. Совершать действия, направленные на результат, деятельность, которая дает какой-то практический результат, то есть возникает на пустом месте, то есть дом не возникает на пустом месте. Эта деятельность совершается за счет силы Тарса. Развивать понимание, справедливость, честность, чувство долга. Чтобы развивать в себе справедливость, надо просто делать справедливые поступки. Надо стараться всегда действовать так, чтобы это было согласно вашему внутреннему чувству в сердце, что это правильно. Марс в 3 гунах. Сатвическая гуна – это бесстрашие, большая сила воли, энтузиазм, непреклонность, практичность, логика, контроль сексуальной энергии, практическое выполнение, практическое воплощение идей в жизнь, желание защищать слабых, сотрудничество ради цели, командный дух, здравомыслие. В гуне раджас повышенная физическая активность, сильное сексуальное влечение, сексуальная, даже можно сказать, распущенность, чрезмерная физическая сила, привязанность к соревнованиям, привязанность к азарту, очень пошлый юмор, жесткость в характере и предпочтение мясной пищи. Здесь же хладнокровие, здесь же современный спорт, дух конкуренции, спортивные фанаты, провокаторы, любые провокации. Вот. Ну и в тамасе это чрезмерная агрессивность, сексуальное насилие, сексуальные извращения, забвение человеческой природы, безжалостность, жесткость, маниакальность, очень гневная речь, нецензурная речь, трусость, употребление мяса, употребление алкоголя в очень больших количествах. Сильный Марс, он дает нам мужество, смелость, упорство, самоуверенность, независимость, выносливость, склонность к рискованным и героическим поступкам, воинственность, острый ум, умственная активность, любовь к спорам, лидерство, очень хорошие организаторские качества и способности к практическому выполнению различных идей. Люди с сильным Марсом будут иметь немного красноватый цвет лица, очень круглые глаза, высокий рост и атлетическое телосложение. Как правило, марсиане – это очень хорошие спортсмены. Слабый или пораженный Марс дает безрассудство, опрометчивость, неосторожность, упрямство, стремление использовать грубую силу, сексуальную распущенность и склонность к употреблению наркотиков. Слабый Марс разрушает семейную жизнь, становится причиной аварий и могут быть даже суды. Ну, а у меня на этом все. Ставьте лайки, мои дорогие, если видео было полезным. Пишите комментарии, что нового для себя узнали. И, конечно, подписывайтесь на канал, здесь масса всего интересного. Я желаю вам всем классного дня.